Добрый вечер, меня зовут Лев Антон, и я специалист по камину. В этом видео я бы хотел рассказать о каминных аксессуарах. Что именно в них входит? Самая первая и важная роль – это у нас стойка с приборами. Это вот. Что на этой стоечке мы видим? Мы видим замечательную такую вот кочергу гарпунную, которой можно удобно зацепить крюком и подвинуть какие-то там вываливающиеся дрова или разваливающиеся дрова. Дальше мы видим сметочку. Сметочка, естественно, это стандартная штучка, чтобы подмести элемент. Совок. Совок для того, чтобы выгребать золу. Им и выгребаем. И очень важный и нравящийся мне предмет, называющийся клещи, щипцы. Этими щипцами можно ювелирно подвинуть, взять любое бревно и подвинуть его бревнышко, чтобы не разваливалось или там, чтобы они были чуть-чуть поближе. Этим предметом очень удобно выполнять данную операцию. Не кочергой там тыкать как-то, а именно даже вот самое нижнее мы можем с вами бревно взять, чуть-чуть легонечко вот так подвинуть и сформировать тем самым как бы красивую там такую вот историю. Дальше. Инструментарий. Инструментарий – зажигалка для камина с длинным пламенем. Очень удобно для того, чтобы дистанционно зажечь, потому что обжигаешь руки обычной зажигалкой. Перчатки – важный момент, потому что при доставании дров можно получить занозу, и когда ты орудуешь, в следующем видео я расскажу о том, что мы в этом камине можем еще и приготавливать пищу, когда держишь какую-нибудь металлическую основу, в которой зажато мясо, можешь обжечься. Варежки обязательно должны быть, чтобы не обжечься. Так называемые меха поддувало. Очень важный элемент, который необходим именно в каминах открытого типа. Почему? Потому что когда со временем, возможно, камин, особенно сейчас зимой, он может начать задыхаться. То есть ему недостаточно будет поступающего кислорода. И для того, чтобы его подбодрить, не лить жидкость именно на горячие угли, а именно чуть-чуть подбавляя кислорода извне, можно разжечь пламя до достаточно приличных размеров, что оно будет полыхать как в аду. Вот прибавилось. Даже вот сейчас вот буквально за 10 нажиманий. Вот этот вот предмет, который обычно люди пользуются при разжигании мангала, в камине вообще бесполезен. Почему? Потому что когда ты начинаешь махать, тебе навстречу начинает вылетать дым, начинают вылетать всякие вещи, которые уже там, зола и сгоревшая бумага, это ни к чему хорошему не приведет, поэтому вот данный элемент я специально хотел показать, что он здесь бесполезен. Я вам даже наглядно продемонстрировал. То, что начинаешь разжигать, тут все начинает вылетать, дым туда-сюда, это все некачественно. И в заключение хотелось бы поговорить о достаточно важном элементе безопасности открытого камина, это экран. Экран здесь у меня стоит сейчас в задвинутом виде. В данном случае у меня экран, как бы сказать, изломанной формы, он может стать как бы и вот так, и вот так. У меня камин просто с такими углами под 45, и данный экран очень хорошо вписывается в экстерьер. Значит, что экран делает? Экран защищает нас от вылетающих углей, которые, поверьте мне, иногда могут вылетать на расстояние до 2 метров от камина. Вот. Но это, как бы, условно говоря, это не стеклянная дверца, ничего. Воздух все так же поступает внутрь камина, и мы чувствуем запах, аромат дров или того, чего мы приготавливаем внутри этого камина. Поэтому я бы сказал, что по важности аксессуаров для камина, конечно же, должна быть каминная стойка. Обязательно должны быть меха, потому что они помогают подразжечь вялые угли. Вот. Перчатки должны быть.
Жидкость для розжига я говорил в прошлом видео, но опять же скажу, чтобы быстро достаточно и без геморроя разжечь правильно сложенные дрова, необходимо воспользоваться жидкостью для розжига, потому что она, во-первых, недорого стоит, ее нужно немного, и эффект налицо. Элементарно ты просто как будто бы включаешь камин. То есть 5 минут у тебя камин уже горит. Вот. И, конечно же, не забываем про экран. Экран может быть любой формы, но он должен быть для того, чтобы обезопасить себя, свой дом от вылетающих наружу углей.